Здравствуйте, товарищи. Это шеф-редактор проекта «Эра» Сергей Цветаев, координатор проекта «Эра» Ульяна Максименко и политический обозреватель Федор Бирюков. Мы, как обычно, продолжаем рушить границы вашего сознания для того, чтобы вы сумели через бреши пробиться к свету. Это проект «Эра». Мы на всякий случай напоминаем, что исходная точка нашего персонального большого взрыва – это неограниченность ресурсов и крайняя недозаселенность Земли и конкретно прекрасного нашего государства. И вот, исходя из этого, мы обсуждаем все остальные постулаты. И тема сегодняшнего разговора – это право на обвинение. Есть ли у нас право обвинять тех, кто не с нами, тех против нас, тех, кто против нас, тех, кто не разделяет наши взгляды, тех, кто вообще не разделяет никакие взгляды, сейчас достаточное количество таких людей, и тех, кто, в принципе, считает разделение каких-либо взглядов системным злом, потому что отсидеться в стороне – это прекрасно и хорошо, там все время ровная температура по больнице и нет шквальных порывов ветра. Моя хата с краю, вот это? Вот это вот да. Нет, ну есть же встречная поговорка, что пока на одном краю будут вешать, на другом краю деревни грешить не перестанут. Мне кажется, это... Почему гармонь играет? Время вроде бы не то. Председателя пытают и за это, и за то. Отлично. Конечно, я считаю, что право на обвинение у нас есть. А я право говорю, нет. обвинять – это неотделимый атрибут свободы. Только свободный человек может обвинять. Мы обвиняем. Мы обвиняем. Вот так вот. Я чувствую, вы сегодня в задоре оба. Конечно. Это просто прекрасно. Нет, я считаю, что если кто-то не разделяет наши взгляды, если кто-то нас не понимает, если кто-то против нас, Внимание, то они какое-то время могут быть против нас. Нет, то наоборот, я их не обвиняю. Это значит, что мы недостаточно хорошо объясняем нашу позицию, потому что способность договориться и объяснить, показать свою карту реальности, чтобы другой человек как минимум ее понял, это достаточно сложно. И если мы не справляемся с этой задачей, а хотим, просто давайте с нами, мы там сказали пару фраз, толком практически ничего не объясняя, как нужно другому человеку, по сути, то, наверное, это глупо думать, что за кем-то пойду, только если он скажет какой-то непонятный набор слов. Вот. И про неограниченность ресурсов, наверное, я тоже хотела бы здесь высказаться в том плане, что... А что смешного? Подождите. Нет, пожалуйста, высказывайтесь. Принцесса, вам никто не может ничего запретить. Неограниченность ресурсов, мне кажется, многие понимают, что есть какая-то коробочка на земле, там место, где ты приходишь, и горы золота, знаешь, неограниченность в неограниченном масштабе. А мы говорим о том, что неограниченность ресурсов мы понимаем не то, что где-то есть неисчерпаемый источник благ. Ну, примерно как открытый инженером Гариным, понятно. Да, мы говорим о том, что под любую задачу мы можем достать любые ресурсы, если мы грамотно просчитаем и обозначим цели. То есть нет никаких фундаментальных ограничений, если будет цель поставлена. Вот в чем суть неограниченности ресурсов. Еще раз, не то, что где-то есть что-то бесконечное, в каком-то определенном месте, туда надо просто зайти и увидеть, восхититься и пользоваться. Нет, о том, что оно, да, не доехать, а то, что оно, в принципе, есть, его нужно использовать, переработать. Это всех ресурсов касается и под какую-то задачу. То есть, вот. Ну, защитила высокий статус координатора проекта «Эра», отбила просто все нападки, которые были, есть и будут еще там во времени на 100 лет вперед. Молодец. У нас еще больше причин обвинять тех, кто не понимает. А вообще, мы столько лет с разных концов объясняем такими и простыми, и сложными словами, то есть для всех вообще категорий живых существ, даже не для нелюдей. Понятно, что, конечно, непонимание нас – это позиция самого непонимающего. Вот он не хочет понимать. И я вот, значит, две строчки из совсем новой песни, еще даже не записанной. «Кто против нас, тот враг, а врагу на земле места нет». Вот такое вот обвинительное кредо. Давайте дружить, давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд, один из пророков проекта «Эра». Ульян, ты, как говорится, будешь пребывать в полном порядке и довольстве до тех пор, пока
проекту, руководимому тобой, не будет оказано системное противодействие людьми, которых не принято в твоей системе координат обвинять. И вот как только их соберется энное количество, ты обвинять их не будешь. Ты просто перейдешь, я думаю, к действиям. Да, скорее всего так. Да. Вот. Я вчера имел случайное совершенно общение со студентами в силу того, что вот планируемый нами дискуссионный клуб с молодежью, это поступившие на первый курс там в вышке, это, соответственно, экономика и прочее разное, причем экономика у них сейчас совмещена с программированием, чтобы сразу, как говорится, не только рубль тебе продать, но еще и вколотить его в голову. Вот. И, значит, все это вместе прекрасным совершенно образом вышло на разговор о возможности принятия участия в дискуссии. В силу того, что они знают, чем я занимаюсь, чуть поговорили об основных постулатах, я их обозначил, они говорят, да как же мы будем говорить, мы собираемся, вот он в Альфу, а он в Сбер. Ну, в смысле, буквально чуть там не с первого, со второго курса. И это был нормальный разговор, это абсолютно вменяемая молодежь, адекватная, толковая, но система координат простроена предельно четко и настолько четко, что в принципе там некуда, как говорится, лезвие ножа засунуть. Вот это я буквально очень точно вчера ощутил. Ведь это преимущество. И из этого и возникла тема разговора сегодня. Вот они пойдут в свои альфы, сберы, как апостолы проекта Эра, и будут изнутри подготавливать условия. И когда проект Эра уже подойдет вокруг, они изнутри отопрут. И они отопрут сейф, его не надо будет взламывать. Сейф с неограниченными ресурсами, потому что на самом деле в этой системе координат, в этом капитализме неограниченность ресурса, она выглядит именно как коробочка. Захватившие капиталисты держат их и тратят неэффективно, бездарно и во вред всем людям. Вот откуда эта идея, что нужно куда-то прийти и что-то взять, Надо прийти на условный Уолл-стрит. Да, и взять. Вот. А мы говорим о том, что нет, вот так вот мы не получится. Вначале надо взять Уолл-стрит, а потом проекты Дорогие делать. мои, я могу совершенно спокойно отправляться на покой. Мне есть кому оставить. Нет, покой тебе только снится. Ну, я хотя бы сказать бы мог об этом. Боже. В могиле отдохнешь. Ну, то есть, отлично. Вот это да. Это женский архетип нашего проекта «Эра». Это вот, собственно, воплощение миролюбия, добросердечия и открытости миру. Ну вот Федор очень круто сказал. Не надо на Федора. Эту идею, что сейчас вот действительно присутствует идея, что где-то можно что-то взять. Да, ну и, тут я согласен. Это идея капитализма, да, возродилась, что получается у нас дефицит, и мы должны куда-то прийти и забрать то, что нам не хватает. И вот эту парадигму, наверное, вот то, что Сергей Иванович говорит, что деньги не дают, их создают, условно говоря, и получается, что нужно ломать, наверное. Да? Но на сегодняшний день о чем я? Они нас не слышат. И но они идут, вообще. Чтобы брать где-то. Они идут, чтобы брать, они простраивают свою жизнь соразмерно вот с этим трендом, заложенным сейчас в социуме. При этом они, так скажем, давайте там чувствительно, они там занимаются какими-то практиками, там, не знаю, там, спортом, йогой, саморазвитием, они ездят в какие-то, у них есть опыт там лагерей вот этих молодежных, то есть они в принципе социализированы вполне, они понимают вроде бы, что такое там чувство локтя, это вот просто вчера разные вещи всплывали в разговоре. Какая? Смотри. Нет цели, понимаешь? Нет цели. Вот из того, что я услышал, цели нет. Нет, есть цель, есть. она не длинная. Человек занимается саморазвитием, ходит на курсы, чтобы что? Быть успешнее, чтобы получить лучшую должность. Мы идем в лучший университет, чтобы больше зарабатывать деньги. На самом деле его цель платить деньги. За эти курсы, за лагеря, он за все платит. Он просто ресурс. Причем очень такой кончаемый, потому что его срок годности весьма ограничен. Нет, но он хочет что-то получить, какие-то знания. Даже чувство локтя существует для того, чтобы вместе организовать что-то, что принесет деньги. То есть все, что ты сейчас назвал положительными качествами, оно безусловно положительное. Подчинено цели, условно говоря, капиталистической. Это не... Так вот, все правильно, все абсолютно логично. Да, все правильно. Так мы... И вопрос-то в чем? Имеем ли мы право обвинять? Потому что они продукт системы.
Это не в уничижительном смысле я произношу. Они действительно продукт системы. Когда тебя облучают с первого дня твоего существования вот такими принципами, такими смыслами, очень тяжело устоять. Так надо ли обвинять их в этом? Или как раз не надо, а надо предпринимать некие предметные усилия для того, чтобы их из этого выдернуть? Хотя, конечно, я думаю, что в основной массе они этому выдергиванию рады не будут. Легко ломаются. Вот на самом деле сегодняшнее молодое поколение, которое вот выросло в этой системе, оно понимает, что для того, чтобы уже что-то достичь, нужно приложить, супер какие-то неимоверные усилия, и вряд ли что-то получишь, условно говоря, в капиталистической системе. Не заработаешь там уже миллионы денег, успеха никакого-то гениального не будет, потому что даже если вот мы говорим про конец капитализма, он имеет уже свои какие-то границы. Уже молодым людям настолько тяжело жить под гнетом этой системы, что они уже внутренне ломаются. Откуда столько депрессии? Многие настолько это сидят. Это отдельная тема, на этой неделе поговорим про депрессии. Это приводит не сегодня, но это очень, да, это меня потрясает. Чем больше я узнаю, тем больше я... Это приводит в тупик экзистенциональный. А кто я, про что я, зачем я? И вот тут вот, когда в голове уже у таких людей, которые не понимают, как жить в текущей системе, вот возникает этот вопрос, вот тут как раз и... Приходим мы и охмуряем их, как сеансы Паниковского. Козлевича. Следует ли из этого вывод, что они понимают ужас нахождения на острие атаки? Что на этом острие атаки, капиталистическом, на этом острие, уже невозможно практически в полной мере оказаться первым, защищенным, отрешенным от всего и пребывая в дзен, наслаждающимся благами мира капитализма. Я думаю, да. Это так, без стёба. Чувствует. У многих кризис перспектив, профессиональной реализации, учебы. То есть смысл всего уже как будто бы потерян. Остался какое-то вот чистое стремление заработать денег, но это только потому, что нужно обеспечивать материальные блага. То есть уже, мне кажется, все настолько размыто, непонятно, нет никаких стратегий, ничего, поэтому очень большой кризис самоощущения себя в мире у молодых людей. Не все такие слабые. Есть прекрасные молодые люди, девушки, студенты, особенно вот те, кто поступают из других городов и деревень в Москву, значит, на бюджетные места, такие умники и умницы, которые понимают кризисные ситуации в абсолютно иной фразеологии. Никакого там, значит, конца марксизма они так это не формулируют, никакой марксистской фразеологии нет. Они понимают, что есть, скажем так, неправильная ситуация, которую они пытаются исправить, по крайней мере, создать свои проекты или какие-то сообщества по продвижению вот себя, своих идей. То есть они полны, на самом деле, такого ожесточенного оптимизма, и там никакой депрессии нет. И вот среди них находятся наши сторонники. Болото, которое унывает, которое предпочитает сразу сдаться и ныть всю жизнь, вот, вне зависимости от того, в каких они условиях живут, они всегда будет. Это даже хорошо, потому что им легко манипулировать в дальнейшем. То есть они легко подчиняются силе, давлению, авторитету. Вот. У них всегда будет все не так. Это вот целая категория людей, можно сказать, такая отрицательная духовная раса. Ну, их можно, значит, подбадривать периодически, там не обязательно. Есть исторические периоды, когда такие просто сразу идут, значит, в кювет мировой истории, а есть, значит, благородные, благосклонные исторические периоды, которые предвещает и проект Эра, они будут им помогать состояться как-то. Вот. Кто-то из них, конечно, переродится, станет совсем другим человеком, станет активным, волевым творцом. Это тоже часто бывает. Ну, в общем, современное общество в любой его страте очень разное. Вот нам нужно понять, это вот одна из частей шока будущего. Мы по-прежнему полагаем, что есть какие-то монолитные, многочисленные группы. Вот буржуазия, пролетариат, мещанство, аристократия, молодежь, старики. Да все разные вообще. Все перемешалось. В одном человеке в течение дня может быть несколько таких типов, эмоциональных типов личности проходить. Все зависит от ситуации. Отрицательная духовная раса. Это уже профессор Савельев. Это серьезно.
Добро пожаловать в кабинет доктора Каллигари. Нет, я уверена, что у нас есть люди, которые точно понимают, как им жить в текущей ситуации. Поэтому да, я с Федором тоже согласна. Не, понятно, что Ну, мы мне кажется, рассматриваем на них все и держится. разные концы, Да. там, Так шкалы, точно разные понимать, концы это линий. не значит разделять наши идеи. Бомж точно понимает, как ему жить. Лучше нас даже, потому что у него такой, значит, железобетонный жизненный опыт и прямо алгоритм действий. С нашей точки зрения он примитивный и хаотичный, но там все животно выстроено. И вот чем примитивнее субъект, тем у него он все больше понимает именно на этом уровне, вот данной конкретной ситуации. Мгм. Это мы как раз страдаем непониманием момента. У нас план на 1000 лет, у кого-то на 1 000 000. А что делать с обеда до ужина, мы вот в затруднении, потому что мы не понимаем. И так мир создан. Да. Нам же ничего не говорится. Красиво. Вот, и нас Да. не только вот эти потенциальные сторонники не слышат, вернее, они находятся под вот такой маревом, который одуряет, а сильный мир сего нас прекрасно слышит, поэтому они ставят все новые и новые заслоны. У нас в данной системе координат и ценностей просто нет возможности докричаться. Наши голоса, они отражаются от стен. Даже если стен нет, они отражаются от каких-то перпендикулярных Что это лучей за смыслов. заслоны? Что они делают? Как они... Ну вот, например, очень просто. Вот мы вещаем, выпускаем эфир. Алгоритмы YouTube. Сетей всех, неважно там, они нас не показывают. Они подсовывают нашим подписчикам совсем другое. Модных блогеров, которые обязательно чьи-то дети. Вот, посмотрите на рынок медийки. Он монополизирован. Когда мы были юны, тоже были юны, маленькими были, они были сыновьями, дочерьми статусных родителей, они сегодня уже, их именуют сегодня по имени-отчеству, у них крутые проекты, но это все одни и те же люди. Телекомпании возглавляют люди, которые, значит, в 80-х только вышли из комсомольской среды, они были тогда молодыми и дерзкими, а сегодня они самые старые и тоже отважны, потому что они отважно монополизируют все. Никакой конкуренции, ничего нет, одна монополия. И вот наша единственная возможность — это буквально от уха к уху, от глаза к глазу передавать вот эту истину, правду, которая таким образом спорадически, как вирус оздоровления, наполняет собой Вселенную. Согласен. Ну, давайте вспомним Стругацких, «Гадкие лебеди», да? Там прекрасно Балкунас говорит главному герою, писателю Баневу, он ему говорит: человек – существо сложное, простота ему не идет. А в сложной системе, конечно, трудно понять, что ты делаешь с обеда и до вечера. Но это ирония и не ирония одновременно. Меж тем, наша задача, как правильно абсолютно Федор сказал, доносить все от уха к уху, от глаза к глазу. Потому что практически ничего другого сейчас не существует и ничто другое не работает. И личный контакт, и вот такое донесение ценится выше всего. Что тогда в этой связи является приоритетом в работе с молодежью? Потому что она очень разная есть. Есть и молодежь, которая в марксистских кружках занимается и труды читает Ленина, Сталина и прочее разное. И такая есть. Есть такая, которая вообще ничего не читает, кроме рекламных сносок. И тоже это все, Вот это все реальность, это все. Среди них наш потенциал, потому что те, кто сегодня корпеет в марксистских кружках, они настолько задогматизированы, ты сам знаешь, что пробиться сквозь их вот выученный догматизм крайне сложно, потому что они же горят юношеским максимализмом, они взяли старые книги, написанные в предыдущих эпохах, когда вообще все было по-другому, и считают, что дорвались до слова истина. Им система специально подсовывает это. Вот, возьмите это, но с одним условием: не размышляйте, не думайте, воспроизводите, будьте только эпигонами. Как только свежее какое-то марксистское слово звучит, его сами они заклевывают. Ага, оппортунист, ренегат. Вот. А нужно все перерабатывать. То есть для них это
монолит, которому они поклоняются. А вот эти старые умные книги – это сырье для дальнейшей мыслительной жизни. Мы должны даже опровергая, пережевывая, перерабатывая все это развивать дальше. Абсолютно Вот как согласна. зерно падает в землю, умирает, и из него возникает новая жизнь. Это Так и нефть с революции? этим. Нефть и прочие, значит, Ну, полезные вещества. Да. А это вот. А вот вы знаете, вот Ленин на такой-то странице писал по этому случаю. Никогда ни Ленин, ни Маркс по этому случаю не писали, Ничего. этого случая не было. Никогда ничего не повторяется. Концепция Ницше вечного возвращения, она совсем про другое. Она про воспроизводство архетипических ситуаций, а сиюминутная ситуация всегда новая, всегда другая. Я согласна с Федором, потому что вот общаешься с людьми левого взгляда, они действительно очень догматичны и хотят вернуть то, что было, условно говоря. А я задаю вопрос, ну, может, мы вообще говорим о каком-то новом этапе развития общества, совершенно другом. И тут они теряются, они не знают, что это. Если даже брать, кейс нейронных сетей, ИИ, они не знают, что с этим делать, как его вписывать в социализм, марксизм, они даже не думают об этом. А вписывать-то надо. А вписывать-то надо, всю текущую реальность, она больше, чем то, о чем писал Маркс и Ленин, 100%. Да, безусловно. Более того, в чем прикол? Они хотят вернуться к тому, чего не было, потому что они неправильно понимают прошлое. Оно им фальсифицировано, оно им в виде полуфабрикатов, уже практически переваренных, внедрено в том виде, в котором хочет система, чтобы оно было максимально неопасным. Весь вот этот вот животворящий огонь большевизма, он же закопан, или он погружен в какие-то бетонные катакомбы сегодня, а сверху только самое безопасное – садик. Садик не камней, но каких-то вот таких задорных фигурок предлагается. Для того, чтобы это было более интересно, в том числе молодежи, вокруг постоянно создается флер полузапрещенности такой вот. Ленин мавзолей, вот это запретить, там что-то такое. В Европе уже, значит, поднаторели, там запрещена в целых ряде стран вся идеология, символика, все. Вот. И свободный ум сегодня он должен между двух огней как бы, да, вот пробираться туда. Мало достичь вот этого садика забавных железных фигурок, надо пробить вот это вот фундамент из бетона и достать оттуда еще бьющееся сердце живой теории, которая жаждет обрести новое тело, новые технологии, новых носителей. Этот дух, он сегодня заперт в подземельях победившего капитализма. Временно победившего. Я подумал о том, что если бы в год смерти Ленина у большевиков были технологии ИИ и воспроизведение фактически живых речей и трехмерного изображения, возможно, все пошло бы совершенно другим путем. Это я к тому, поддерживаю тебя, что нет смысла цепляться за... Сейчас это все артефактах есть, сил. а левые идеи. Более Не в того, артефактах сил. Да. будь у них современной технологии, Ленин был бы жив. И не нужно было бы имитировать его. Ну, жив там не 1000 лет имеется в виду, но жив там какое-то время еще. Достаточное время, чтобы Достаточное полностью время. запустить суперпроект Советского Союза как государства нового типа. Я сейчас ведь о чем сказал? 20-е годы, время после революции, это Вхутемас, это русский авангард, это такой рывок переосмысления вот видового пространства, визуального, которого, слухового, визуального, театрального, кинопространства, всего, что сейчас это представить невозможно. То есть это какой-то, ну я не знаю, это апофеоз свободы и слома всех границ. И это стало, кстати, именно этот период во многом, понятно, что ему потом впоследствии наследовал соцреализм, это сталинский монументализм и классицизм, это то, что, например, очень близко мне. Но я в полной мере отдаю себе отчет в том, что, тем не менее, всемирным достоянием по-настоящему стали годы 20-е. Тот самый Вхутемас, тот самый башня Татлина, тот самый русский авангард, прорывной Маяковский, Сроченко и все прочее из этого ряда. Это прям вот ушло в мир и стало всеобщим, абсолютно принятым и не подвергающимся, ну, никакому сомнению, достоянием, которое принесла вот советская власть. Вот это неоспоримо. Не, я просто осмысляю это сейчас прям. Я к тому, что
я к тому, о чем говорит Федор, что вот этот взрыв, вот этот элемент свободы бывший, он дал такой импульс и такую силу во все это творчество вложил, что оно живо повсеместно сейчас и абсолютно воспринимаемо. В то время как, повторюсь, соцреализм, который максимально близок ко мне, он существует, это огромный пласт, это огромное явление, это понятное выражение действительности, это фактически исторические артефакты, но они не настолько стали достоянием мира, как вот этот начальный, как творчество, как можно сказать, как творчество массы, творчество молодого советского государства в его самый начальный период. Да. Точно. Это же прям Да. вот... И технический рассвет этому сопровождал все это дело тоже. Ну, Колоссальное развитие всех технических сфер. Просто вот многие строились с нуля, заимствовали западные технологии. То есть это то, что потом назовут китайским чудом, а это вот как раз чудо раннего русского коммунизма, который, как ты правильно сказал, высвободил вот эту вот энергию свободы, убрал все препоны, и она просто вот развивалась бесконтрольно, тем самым напугав даже, значит, консервативно настроенных партийцев, которые не выдержали напора. Да, так и есть, это так и есть. Отсюда, собственно говоря, разгон хутемаса и всего остального. Это понятно, это понятно. И также понятно, что большевики шли на крайние эксперименты совершенно, и их ничто не смущало. Это то, что принципиально важно положить, да, оно и лежит в основании эры, это вот это состояние свободы творческой, которое не про ежедневное сметание и переписывание смыслов, а про расчищение дороги для скорейшего продвижения этих смыслов. Ну, я, например, точно знаю, там, чего только не было. Там карамель выпускали со всеми большевиками, там, на фантиках, и все это Коммунизм было. Это сладко. Да, что там только не было. И это все вот те 20-е годы, и те плакаты, которые были в ходу до смерти Ленина и после его ухода там в течение каких-то лет. Это были очень такие вещи, я бы сказал, зажигательные и предметные. И так это все было построено, то есть визуальное давление оказывалось такое на общество, что ты не мог это не воспринять. Тебе как будто тебя вот кладут вот проточную воду там на сутки и промывают мозги. И ты выходишь не то чтобы безмозглым, а с возможностью воспринимать мир совершенно по-другому. Сейчас мы живем в эпоху тотальных догматов, и даже те эксперименты западные, которые проводятся в кинематографе, в литературе и так далее, это не эксперименты, это просто какие-то опухоли, которые вылезают со всех сторон мировой культуры. Вот у меня такое ощущение. Не стоит сразу прям-таки отбрасывать потенциальных союзников. Есть действительно эксперименты, понимаешь? А все зависит от дальнейшей историографии. Я не внес уточнения. Массово. Да, естественно. Вот мы про русский авангард говорим со священным трепетом во многом, потому что многие же особо не вникали, но это как бы легализованная историография. Этому уделено почтенное место. А вот сегодняшние эксперименты, может быть, не менее дерзкие, они лишены вот этой исторической и общественной легализации, они маргинализированы, и мы просто не знаем. Допустим, вот я летом открыл для себя кинематографическую вселенную Уве Болла, я был потрясен широтой размаха, разносторонностью и ужасностью некоторых произведений, но этого же никто не знает. Это вообще где-то там. Вот, это нужно специально рыскать. И ты правильно говорил, большевики меняли мировоззрение. Для Ленина было принципиально важным изменить мировоззрение людей. Без этого ничего нового не построить. Именно так. И вот здесь тоже нам нужны люди, которые добровольно откажутся от нынешнего, значит, рабского мировоззрения и начнут сами искать. Мы даем им ключи, мы даем инструментарий, мы даем зерна истины, а сажать эти зерна на полях Вселенной они уже должны сами, потому что все добровольно, все исходит от собственного сердца. И вот эта симфония сердец рождает буквально новые Вселенные. Есть какие-то примеры сегодняшнего дня, где художники, поэты, писатели, театральные деятели создают что-то, то, что вы видели, что действительно является приметой нового времени? Вот прям буквально. Это не обязательно вот сегодняшний год. Нет, это может быть во время. У меня, например, всплывает сразу фильм «Окраина». Вот у меня буквально. Я воспринимаю его как примету очень нового времени. Сколько ему лет уже? Ему прилично лет уже, когда «Окраина» снята.
Не помню. Вот-вот. Не знаю, я не вижу примет нового времени. И вообще я считаю, что в современном обществе нет... все настолько свободно, и все настолько... Не свободно. Ну, нет, в творчестве, что можно делать все, что угодно, это будет считаться... Ну, это не будет осуждаться, условно говоря. Поэтому чего-то и выдающегося как будто бы нельзя создать. Ну и чего-то незначимое тоже нельзя создать. Все одинаково значимо, все одинаково свободно. Ну, то есть всё хотя бы настолько... один пример в мировом масштабе, неважно, у нас, не у нас, Я не какую-то знаю. примету нового времени. Ну, так не может быть. Ну. Или действительно, Ульяна права в том, что все выровнялось и все, ну вот там, я не знаю, ну вот была там «Матрица». Я знаю, что ты ее не любишь, но Почему? неважно. Уважаю «Матрицу». Ну как-то ты Недавно так вроде что-то мы пересматривал. там. Ну вот хорошо, «Матрица» является ли примером нового времени? Отбросив там все остальное, но там если выбрать вот лист А4, все основные фразы туда переложить, то это прям, ну, катехизис, да? Является примером? Или это тоже уже Это не является? во Мне не многом нравится. пародия на будущее. Вот не надо ее брать Да, как это- катехизис. Некоторые всерьез Бред. воспринимают Для кого-то. фильмы про Для Терминатора. кого-то. Ну вот смотри, что такое блокбастер голливудский, типа «Матрица», это блокбастер, это не андеграундное кино. Ну, Это, конечно. с одной стороны, продукт капиталистической системы, на которой выделены серьезные деньги, а серьезные деньги, они только из одного и только от князя мира сего. То есть это не, значит, с мира по рублю собрали или по доллару. Но за счет безусловного таланта, владения эзоповым языком и смелости создателей, этот фильм снабжен мощным идейным инструментарием. И в нем снимались такие бунтарские актеры, как Киану Ривз и другие, которые сами Да. представляют альтернативные центры. Да. И как вот «Бойцовский клуб» до этого, да, как, допустим, «Заводной апельсин» Кубрика, как фильм Оливера Стоуна «Прирожденный убийца», как вот недавний фильм с этим самым, с Леонардо Ди Каприо «Битва за битвой», и как вот тот же новый фильм Уве Болла «Гражданин Мститель», который был запрещен к показу, и который показывал Илон Маск в своей сети. Вот. Это все, значит, попытки обоюдоострые обыграть систему. Система думает, что она, значит, надувает художников и их эксплуатирует, а художники, они эксплуатируют систему. Такое взаимная переработка. Для нашей кинематографической культуры я бы назвал, конечно, два фильма «Брат» и «Брат 2», которые были ознаменованием своей эпохи. Вот после... Не знаю, вот ничего такого как бы не это самое, не но это были вот эпохальные Это да. реально фильмы, потому что тогда эпоха сменилась, это 2000 год, вот, это была уже новая эпоха. Ты хорошо сказал про систему. В тех же «Гадких лебедях» у Стругацких прекрасно этот спивающийся там архитектор, великий, обласканный властью и все такое прочее, в состоянии предельного алкогольного опьянения, говорит замечательные совершенно фразы по тексту. Он говорит: господин президент думает, что у него в руках, значит, академик архитектуры, он перечисляет все свои регалии и так далее, а на самом деле, говорит, архитектура-то у него сквозь пальцы утекла, а остались в руках только регалии. Да, это к вопросу о том, что ничем, никаким настоящим искусством никто обладать не может, оно либо есть, либо его нет. Вот это вот тот самая вспышка молодой советской, да, республики, вот этот авангард и все, что с ним связано, оно есть само по себе, оно уже принадлежит миру. Поставить в стойло это буквально, ну, невозможно. И второе, что следует из сказанного, ну, надо как-то искать и по возможности популяризировать то, что мы находим. Кстати, на выходе, на исходе, на закате советской власти произошла тоже вспышка советской русской культуры и в рок-н-ролле, и в кино. Вот, мы помним это и «Игла», и «Ас», «Взломщик», и там «Трагедия в стиле рок» и другие фильмы, вот так, те молодежные манифесты, русский рок во всей его пестроте, и там и «Гражданская оборона», и группа Ленинградского рок-клуба. Мне кажется, не очень. С музыкой, да, безусловно. С музыкой, да, безусловно. Кинематограф. Кино очень было живо. Оно было интересно. Оно было может быть, интересным, смотрится но наивно. с падением на прям в качественном порядке. А вот, кстати, вот сегодня многие фильмы, которые тогда воспринимались буквально босяцкими и сиротскими за счет дефицита бюджета, ну, например, вот один из моих теперь любимых фильмов «Подземелье ведьм». По-моему,
Кир Булычев, значит, написал вещь, там, значит, Жигунов играл, Дмитрий Певцов. И вот в то время он был встречен очень такой издевательской критикой. Ну, во-первых, потому что там косплеили и «Звездные войны», и «Конан Варвара», то есть вот это вот голливудские такие фэнтези-боевики. А материальной базы не хватало, все выглядело немного картонно. А еще, значит, на этих рукавах космонавтов интернационального земного экипажа был советский флаг. И вот там критика издевалась: вы что, реально думаете, что в будущем там это СССР только останется? Создатель фильма говорил: да, я искренне надеюсь. Это буквально был вот 89-й, может быть, год. То есть на излете. Но это страшное время. Сила мысли, ведь тогда тоже высвобождение. Уже вот эта вся цензурная история, она выдохлась. Выдохлась, да. Система Она сама себя вскрыла. И оттуда духи свободы поперли. Их потом опять оседлали. Всех режиссеров бунтарских, тех, кто снимал клипы для Алисы, их обласкали, они стали медиамагнатами, потом сами закрутили все краны. Но в тот момент, несколько лет, а в медийке какой расцвет был, телевидение, телекомпании «Вид», допустим, и другие, это же просто, это сейчас с удовольствием смотришь их продукцию. Это был триумф свободы. Вот. И это тоже нужно изучать, это тоже нужно воспринимать и брать какие-то элементы. Замечательные элементы, которые нам пригодятся, прежде всего символические. Так интересно, я ничего не знала практически про советскую культуру. И ты... Теперь у тебя самое время. Ты можешь теперь есть возможность, самое время погрузиться в это. Мы пришли к выводу, если так подводить итог сегодняшнего разговора, что вопрос не в обвинении, не в том, чтобы понавесить ярлыков и, как говорится, расставить всех по полкам, этот прав, этот не прав, этот зло, это еще что-то. А вопрос в том, чтобы самим переосмыслить состояние свободы, принять ее во всей полноте и постараться в такой же точно полноте принять свободное выражение других людей, продолжая настойчиво нести свои смыслы. И тогда, я думаю, как раз и будет возможен вот этот новый взрыв, вот этот культурный такой большой взрыв, который случился на заре советской власти. Но ярлыки обязательно. Вот для тех, кто будет делать взрыв, они всегда лепят ярлыки. В 20-е годы мировая буржуазия, местные буржуи были врагами. А в 80-е тоже. Знаменитый плакат «Товарищ Ленин выметает нечисть земного шара», Ленин с метлой стоит там и метет. Мы должны для себя четко расположить: вот это наше, это не наше. И мы не можем запрещать, у нас нет этих способов, да, и сил запретить что-то, и слава богу, но отвергать, клеймить и художественно проклинать мы вольны. А без этого не будет нового прорыва и нового искусства. Всемогущий главлит. Прекрасно. Ну что ж, я думаю, что это хороший разговор, и мне он понравился тем, что все по делу. Жаль, только мало, почти ничего не назвали мы из того, что цепляет сегодня. Но вот я повторюсь, что фильм «Окраина» для меня является такой... Я сам не могу вспомнить, в каком году он снят, но это такая серьезная прям веха. И веха, и предупреждение, и пророчество, и одновременно с тем такая вариация будущего. Спасибо, это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», координатор проекта «Эра» Ульяна Максименко и политический обозреватель Федор Бирюков. Продолжим.